Хагалас. 9-я руна в системе рунных знаков. С языков скандинавских народов название этой руны переводится как «град». И взяв за основу свойства града, а именно его разрушительную силу, этой руне была привязана интерпретация разрушения. На самом деле, в любом из источников не существует более никакой информации о том, почему эта руна означает именно разрушение. Кроме как самого слова «хагалас» – «град». Это единственное, что подводит эту руну к свойству разрушения. К этому объяснению мы еще с вами вернемся. А сейчас давайте посмотрим на нашу схему, на которой можно отобразить все руны рунной системы. В предыдущих видео я рассказал вам уже про 8 рун. Если взглянуть на рунную схему сейчас, по окончанию 8-й руны, она будет выглядеть вот так. Именно с приходом 9-й руны, руны Хагалас, проявляется 3-я линия. Эта линия проявляется впервые спустя 9 рун. Линия, которая принадлежит времени, то, что должно быть. Сама суть проявления этой линии говорит нам о том, что задуманная первой руны Феху, проявилась во времени то, что должно быть. Вместе с этой линией в этой руне проявлена линия, которая принадлежит времени то, что есть, и диагональная черта, которая соединяет два этих времени. Если вы отбросите все ваши предыдущие убеждения о свойствах рун и просто посмотрите то, как на рунной схеме образуются руны, вы откроете для себя что-то новое. Не буду говорить вам про все руны, а напомню только про первую, руну Феху. Руна Феху имеет одну вертикальную линию, которая находится во времени то, что есть. Это руна первая в системе рунных символов. И именно эта линия говорит нам о том, что во времени то, что есть, что-то появилось, тем самым и объясняя суть первой руны, начало чего-то нового. И две диагональные линии, которые дают возможность проявиться этому новому в будущем. Благодаря двум точкам, которые оставляют две эти диагональные линии. Одна из них оставляет точку в средней вертикальной черте, давая процессам во времени то, что происходит, начать свое движение. И длинной диагональной чертой, создавая вот эту точку, дает возможность проявиться задуманному в будущем, то есть во времени то, что должно быть. И именно в руне Хагалас эта черта заполняется целиком, сразу, так как это было в первой руне Феху и 5 последующих рунах. Только там процессы происходили во времени то, что есть. В руне Хагалас впервые образуется линия во времени то, что должно быть. Но вместе с тем в руне Хагалас есть линия, которая принадлежит времени то, что есть. И два эти времени соединяются диагональной чертой, тем самым создавая единый символ. Символ, который объединил два времени. Время, когда что-то есть, и время, то, что должно быть. В своем рассказе о рунах я вам навожу массу примеров. Последний пример, который я вам наводил, был связан с виноградом. В тот момент,
когда у вас появилось желание съесть что-то вкусное, запустились процессы, в результате которого был стол, было множество еды и был наш выбор, который пал на винограде. С проявлением 8-й руны, руны Вунья, этот виноград оказался у вас во рту. И когда вы ощутили вкус этого винограда, процесс во времени, то, что происходит, был завершен. С того момента, когда у вас появилось желание, прошел ряд событий, процессов, которые подвели происходящее к тому, что в вашем рту оказался виноград. Но впоследствии вы будете отрывать виноград за виноградом и класть себе его в рот, тем самым ощущая его вкус и насыщая себя. Вот этот процесс, который будет происходить после того, когда впервые вы почувствуете вкус винограда у себя во рту, это и есть то свойство руны Хагалас, который сейчас хочу передать я его вам. Самый первый пример, который я вам наводил, это был пример с постройкой дома, где первой руной было запущено желание о постройке самого дома. Во времени стали происходить события, которые подвели происходящее к тому, что у нас появился дом. Дом, в который можно было зайти, который можно было видеть, дом, который появился в нашей жизни. Тот первый день, когда вы зайдете в дом, он уже будет ваш, он будет законченный, и вы можете использовать его в полной мере. Это будет руна Вунья. Процессы во времени, то, что происходят, закончились. Изо дня в день вы будете просыпаться и жить в этом доме. Это и есть руна Хагалас, которая объединит время, то, что есть, с временем, то, что должно быть. И то, что ранее было только задуманным, теперь параллельно будет существовать во времени то, что есть. Отличие первого и последнего примера в промежутках времени, а именно в протяженности временных событий, которые нужны для того, чтобы реализовалось то или другое желание. Если вкратце сказать о свойствах 9-й руны, то Хагалас исполняет желание. Это тот процесс во времени, когда желание исполняется. Долгое время я относился к руне Хагалас как к разрушителю и был в этом уверен на все 100%. Она правда может разрушать, но это одно из 1000 ее свойств. Привязывать свойства Хагалас только к разрушению – это все равно, что привязывать свойства руны Феху только к деньгам. Или свойства руны Ансус только к словам, к поэтам. Или как предыдущая руна, руна Вунья, будет объяснять нам только свойства веселья. Руна Хагалас может как разрушать, так и создавать. Все зависит от того, на какой процесс вы хотите повлиять. Если вам что-то нужно разрушить, Хагалас разрушит. Но если вам нужно что-то создать, Хагалас создаст. Предыдущая руна, руна Вунья, о которой я вам рассказывал и наводил пример с ЗАГСом, то есть ситуацию, когда одно и то же действие, когда молодые люди приходят в ЗАГС и подписывают документы, именно ихняя роспись ставит точку над тем, что определенный процесс, который происходил, завершен. Либо этот процесс о совместной жизни, либо наоборот, этот процесс разрушает эту совместную жизнь.
После того, когда роспись будет поставлена, пойдет процесс руны Хагалас. И в зависимости, для чего была поставлена та роспись, если она была поставлена для того, чтобы объединить людей, значит Хагалас создал. Если же роспись была поставлена для того, чтобы разделить людей, значит Хагалас разрушил. Я много раз говорил и буду повторять еще неоднократно. Привязывать свойства рун из-за ихней схожести в начертании или названии будет большой ошибкой, как в данном случае с Хагалас, Град, Разрушитель. Именно руна Хагалас в моей жизни дала мне намек на то, что руны нам преподнесли не в правильном свете. Перемешали информацию и дали нам ее в том виде, как было выгодно для кого-то. Понимаете, очень хорошо дать людям Хагалас как разрушителя, чтобы они использовали эту мощную силу только с целью разрушения. И вы правда будете каждый раз получать подтверждение тому, что Хагалас разрушает. И если вы не попробуете с Хагалас создать что-либо, вы никогда не поймете о том, что Хагалас и создает. Руны описывают процессы, происходящие во времени. Хагалас создает процесс, когда задуманное во времени то, что должно быть, переносится во время то, что уже есть.